Всем большой привет, дорогие мои зрители! Пользуясь сезоном баклажанов, сегодня приготовим очень-очень вкусную закуску из баклажанов и перца. 1 килограмм баклажанов нарезаем на вот такие небольшие дольки. Если у вас баклажаны горчат, то их можно или очистить от кожицы, или посолить и оставить на полчаса, потом промыть хорошенько. У меня баклажаны абсолютно не горчат, поэтому я этот шаг пропускаю. Теперь смотрите, баклажаны можно или обжарить на сковородке, или же запечь в духовке. Я буду запекать в духовке, потому что мне так намного менее хлопотнее. Я поливаю небольшим количеством растительного масла, хорошенько их перемешиваю. Перекладываем баклажаны на противень. Выпекаем баклажаны при температуре 180-200 градусов 15-20 минут. Ориентируемся на их полную готовность, и чтобы они немного подрумянились. 4 болгарских перца очищаем от серединки. Болгарский перец нарезаем кусочками, такими же по размеру, плюс-минус, как и баклажаны. Если сделать половину порции, то как раз все овощи у вас прекрасно поместятся на один противень и быстро запекутся. Перекладываем перец в миску. Добавляем немного растительного масла. Перемешиваем. И тоже запекаем его до румяности и мягкости. Тем временем измельчим пучок петрушки. И мелко нарубим 5-6 зубчиков чеснока. Можно меньше, если не любите острое и чеснок. Теперь давайте приготовим маринад. Здесь у меня 200 граммов воды. Добавляем сюда 1 чайную ложку соли, 2 столовые ложки сахара и доводим это все до кипения. Маринад снимаем с огня, когда он закипел, и добавляем сюда 2 столовые ложки 9% уксуса. Перемешиваем и готово. Перец и баклажаны готовы. Посмотрите, какие они прекрасные, румяные получились, уменьшились в объеме. И баклажаны, и перец мягкие. Перец мне очень нравится, чтобы он вот подрумянивался, он тогда очень-очень вкусный. И теперь собираем закуску. Берем немного баклажанов, немного перца. В принципе, можно вот так вот все просто переложить, перемешать аккуратно. Посыпаем зеленью. И снова немножко баклажанов, немножко перца. То есть наоборот, перец, баклажаны, зелень. Настоящее лето в миске, то есть в лотке. Снова чеснок и петрушка. Так просто проще все между собой перемешать. И потом удобно такую закусочку хранить в холодильнике в таком стеклянном небольшом компактном лотке. Заливаем маринадом. Он уже у меня почти остыл, но в принципе можно и горячим, наоборот, быстрее и лучше промаринуется. Накрываем крышкой эту вкусноту и оставляем мариноваться на ночь, а лучше и на целые сутки. Чем дольше маринуется, тем вкуснее получится. Если вам удастся продержаться, то промаринуйте сутки. Вся эта вкуснота у меня промариновалась 2 часа. Я вам скажу честно, что мы уже будем есть. Как раз ужин подошел и пора есть. Хорошо, вот периодически вот так вот его аккуратненько, лучше ложкой или лопаткой перемешивать, чтобы и верхние и нижние слои хорошо промариновывались. Это так уже пахнет, что невозможно устоять. В идеале, конечно, дождаться 8 часов или даже сутки, чтобы оно полностью промариновалось, но мы уже терпеть не можем. Я пробую. Хотя я уже пробовала, и я знаю, насколько это вкусно, но я попробую еще раз с большим удовольствием. Вот просто идеально получается. Перец запеченный болгарский, он очень-очень вкусный сам по себе. Еще в сочетании с баклажанами и с этим маринадом получается просто во. Остренькое благодаря чесноку, кисло-сладкое, соленое слегка. Очень классная закуска. Я очень-очень и очень советую вам приготовить. Я уверена, что вам понравится. Я же с вами прощаюсь. Всем пока, до новых вкусных рецептов.